Benvenuto in Italia, что по-русски «добро пожелать в Италию». Сегодня, друзья, мы поговорим о том, как вести бизнес в Италии. Несколько слов о бизнесе в Италии я попрошу рассказать моего партнера Микеле Брустио. Спасибо большое, Александр. Buongiorno a tutti. Первый нам нужно понимать, какая ситуация экономика в Италии, где есть много маленьких, средний маленький бизнес. Это такая специфика, которая есть точно в Италии, где у нас есть больше, чем 4 миллиона компаний в сегодняшний день. И тоже это вторая очень важная тема, это которая много компаний, они открыли около 40 лет назад. Часто такая ситуация, которая это семейный бизнес. И тоже один специфика есть, который сегодняшний день это мало бизнес, они занимаются с старой системой, но новой. Даже если все знают, которые в Италии, они строили первый компьютер. Мы посмотрим еще, почему самое главное, это что нужно на этот рынок. На следующее. Итак, какие запросы есть в Италии? Правильно. Вопрос, это нужно, какой софтвер нужно? Гибкость, тогда нужно, это очень важно, который софтвер может адаптирован на каждый бизнес. Почему каждый компания думает, которые они только может заниматься правильно бизнесом, они не любят бизнес practice. Потом это очень важно, который бизнес может работать на любой ситуации. Сегодня это очень популярное слово smart working, которое, я думаю, вы знаете, какое, и недорого. Ну, я думаю, когда я говорю по этой теме, вы уже понимаете, какой это ответ на этот вопрос. Следующее. Вопрос есть. Итак, какой же наш ответ для итальянского рынка? Да, keep calm and choose 1С. Успокойтесь и выбирайте 1С. Да. Тогда вы можете понимать, которые есть много возможностей. Ну, пожалуйста, представьте нам. Итак, кто мы такие и откуда мы взялись? Наша компания была образована в 2018 году для того, чтобы развивать программные продукты в Италии. Программные продукты 1С. Мой партнер Микеле Брустио, руководитель компании 1С ERP SRL с 2018 года. До создания этого бизнеса был генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Италии в России. Имеет более 20 лет опыта ведения бизнеса и консалтинга. Меня зовут Сандульский Александр. Я генеральный директор компании Sun City, и мы являемся франчайзи с 1998 года. По образованию я экономист в области международных отношений, закончил аспирантуру по экономике народного хозяйства, и у меня есть MBA в маркетинге и продаже. Что же мы делаем на итальянском рынке? Да, правильный вопрос и наш ответ. Как вы можете посмотреть, в сегодняшний день мы очень активно работаем на этот рынок, где мы начали 2 года назад продать 2 главных продукта, core, базовые продукты из OneC International. Но сегодняшний день, этот год тоже мы начнем продать 3 новые программы, которые мы сами делаем здесь, в Италии. У нас в Италии наша база тоже есть один офис в Сочи, где сегодняшний день, куда говорит Александр. Тоже у нас уже есть опыт работы другой партнер продукты, как, например, 1С Advertising, и тоже есть дополнительный сервис, который мы продаем. Это, возможно, app на мобайл, как, например, Agent Plus, и Finoco, один продукт, который для репорта и отчет, который это очень интересная ситуация, потому что я хочу тоже сказать, как второй вопрос, это какой наши клиенты? Наши клиенты это итальянские компании, которые работают здесь, только в Италии, но есть сегодняшний день тоже кто спрашивает, которые, возможно, итальянские компании, у кого есть бизнес тоже с Россией. За это тоже мы начнем подумать новые программы, которые помогают ними. Но один вопрос сразу есть. Вы видите наши варианты продуктов, что сегодняшний день делаем, но я думаю, который это вопрос у вас есть по итальянскому рынку. Какой возможности есть и как правильно работать на итальянском рынке? Пожалуйста, Александр.
И первый вопрос, если вы хотите работать за пределами Российской Федерации, о том, готовы ли вы к такому ведению бизнеса. И правильно задать себе вопрос, а в чем вы лучше? Ну, что это, собственно, такое? И лучше можно быть либо потому, что у вас есть самый хороший продукт, или потому, что у вас есть опыт работы в какой-то отрасли. А как вы стали лучшими в этих вопросах? Ваш продукт сформировался в результате работы с клиентами в России, ну, возможно, в Беларуси или Украине. Опыт у вас появился, потому что вы работали с клиентами, помогали им, вникали в их задачи, изучали их проблемы. А какая ценность всего этого за пределами России? Если все это сформировалось благодаря работе с клиентами, которые находятся внутри страны. Клиенты платят нам деньги только потому, что мы решаем их проблемы. А может ли ваш продукт решать проблемы за пределами России, если весь функционал и все возможности, которые в продукте есть, сформировались благодаря внутренним клиентам? И тут хотелось бы рассказать несколько историй. Это истории успеха в кавычках, потому что они все закончились не очень хорошо. И первая история, о которой мы хотим поделиться, это замечательный отраслевой продукт. Он имеет чудесные отзывы и рейтинги среди решений 1С. И этот продукт, его разработчики сделали перевод на английский язык. И вот в таком состоянии обратились к нам с просьбой продвигать его в Италии. И у нас возникает вопрос, а почему его перевели на английский? В Европе и в других странах говорят не на английском, а на других языках. Кроме перевода интерфейса, нужно понимать, что в других странах другие налоги. И есть своя практика печатных форм и первичных документов. Какой же результат мы получили в этом случае? Ну, такой продукт продавать вообще невозможно. Вторая история успеха. И опять же, все истории мы говорим без названий, чтобы никто не обиделся и у всех была возможность исправить ситуацию и двигаться дальше. Это тоже замечательный нишевой продукт. В этом сегменте отраслевом все процессы одинаковые в России и за рубежом. Разработчики сделали даже перевод на итальянский язык. Но когда мы начали заниматься этим продуктом, мы обнаружили, что нет ни одной демо-версии. Чтобы показать клиенту, нужен реальный демо-кейс, а не 2-3 товара и пару документов. Вообще не было никаких печатных материалов, не было даже презентации о продукте, потому что в России мы очень часто привыкли, что у нас покупают просто потому, что мы уже здесь давно. А в Италии приходится объяснять, что делает ваш продукт. Нужно заниматься маркетингом. И в результате на этот продукт на самом деле есть запросы, потому что мы сделали, разместили информацию, дали какую-то рекламу, но этот продукт никто не покупает, потому что его продать невозможно. Даже после первой попытки что-то показать, это ничем не заканчивается. И третья история, в кавычках, это отраслевой продукт, тоже вот с очень хорошей историей на территории России. У этого продукта были замечательные демо-версии и достаточно хорошие рекламные материалы. Но когда мы начали работать, клиенту нужно было первоначальное наполнение базы, в том числе историческими данными. Потому что если клиент переходит с какого-то программного продукта на программный продукт 1С, то тот продукт перестанет работать. Такая практика. Никто не хочет потерять историю 10-15 лет работы, перейдя на новый продукт. Но и продолжать для того, чтобы посмотреть старые данные, заходить в старый продукт, никто не готов. Поэтому пришлось заниматься переносом исторических данных, а у продукта была такая внутренняя архитектура, что на это потребовалось 6 месяцев. В результате мы, начиная заниматься этим продуктом, сделали первую продажу, было еще 3 запроса, с которыми можно было дальше работать, но негативный опыт первого запуска привел к тому, что и первое внедрение ничем хорошим не закончилось, и все остальные закрылись. Теперь непонятно, как этот продукт можно развивать дальше на рынке. Итак, если вы хотите работать в Италии, что же делать? Да, правильный вопрос. Я буду сейчас несколько слов сказать. Это самое главное, вам нужно понимать рынок. Маркетинг, анализ – это очень важно.
Вы должны понимать, какой есть рынок. Не просто знать, который Италия это красивая страна, которая, возможно, вы любите Италию, вы хотите здесь отдыхать, все. Нет, это другая тема. Маркетинг нужно понимать точно, что здесь нужно. Посмотри экономика, история, понимать, которые это очень большая разница между Италией и Россией. Если Россия все бизнес развивается только 20 лет, после 20-25 лет, это молодой бизнес, скажем так. В Италии уже много бизнеса, это компании, которые открывали 50-60 лет назад, которые уже, они привыкли, которые не начали, когда уже был один компьютер. Это вообще, это очень важно. И вы должны понимать, что они хотят, как они думают. Второй, перевод интерфейс. Извините, но без итальянский язык вы никак не можете. Вы должны понимать, что здесь это очень активно, много конкуренции. Ни одного клиента будет даже думать купить что-нибудь, которое это не точка на итальянский правильный язык. Правильно, потому что, извините, но язык должен быть не просто через Google Translator. Потом печатная форма. В России есть какая стандарта, какой, я не знаю, но в Италии совсем другой тема. К сожалению, нужно понимать, здесь точно понимать информацию, которая нужна. Часто есть тоже, нужно ответить на первую тему, которая как они будут привлекать, заниматься бизнесом, что они хотят посмотреть на печатную форму. В Италии есть что-нибудь специфика, но тоже есть часто свободный формат, плюс-минус. Но какая информация это важно, например, на итальянском все привлека смотрится по коду. SKU называется на итальянском, код, не просто писать, как называется один продукты, но точно тоже какой код. Эта тема важна. Потом бизнес-практик, локализация, конечно. В Италии бизнес занимается, это не, люди занимаются бизнесом не как в России. У нас, например, это очень важно, все тема по НДС. В России не такая важна. Здесь любой компания занимается, должен делать все процессы по НДС. Это очень важно. Тогда, если ваша компания обычно вы должны тоже понимать, итальянские компании смотрятся на цене без НДС. Все документы, сейчас мы говорим по печатной форме, которые, это все должно быть, главное, это без НДС. НДС просто люди не платят, это просто какая, это очень важная тема. Потом локализация учета. Еще не только нужно понимать, потому что, например, здесь в Италии это очень важная тема, потому что компания платит позже, не аванса. Тогда это очень важно, все такая тема, которая связаться, которая компания должен получить всю информацию, сколько, какой кредит, сколько денег, все они должны. Это очень важно. Демо-версия, уже говорили раньше, без демо-версии никуда мы можем посмотреть. В итальянском хочет посмотреть, что, как любой, я думаю, клиенты здесь, люди не купят 1С, почему они знают, какой 1С. Они купят продукты, которые они видят, которые они любят. Тоже я могу сказать, которые это очень важно. Я не знаю, если вы уже видели наши продукты, вы всегда мы тоже переделаем интерфейс, почему итальянский не любит такая просто желтая такая система. Люди хотят что-нибудь, которое будет больше модно, скажем так. Маркетинг-материалы, конечно, это тоже очень важно. Люди должны знать, что ваши продукты делают, и все, конечно, на итальянский. Потом, очень важно, здесь, к сожалению, обычно люди, которые юзер, они не молодой человек, не человек, который 20, 25, 30 лет, не, или даже 40. Это часто люди, которые больше, чем 40, 45, 50 лет. Люди, которые, у кого есть сложности изменить программу, пользоваться другой программой. За это очень важна документация пользователя. Без этого никуда, потому что люди будут много вопросов. Они даже, если вы думаете, что ваша программа это очень простой, они ничего не понимают. Это очень странно. Вы должны понимать, когда вы связываетесь с людьми молодой, они готовы изменять. У нас в Италии не так, к сожалению. И потом нужно, очень важна поддержка по работе, в конфигурации. Люди, есть много вопросов, не технических вопросов.
они хотят помочь, они даже, потому что часто есть новые процедуры, новые бизнес-процессы, но они хотят, возможно, даже бизнес-процессы, которые они спрашивают вам, есть на программе. Ну, они хотят всегда помочь, возможно, детали. Без этого никуда. И самое главное, конечно, это быть в Италии. Они не готовы работать с компанией, которая не находится здесь. К сожалению, в Италии даже есть такая ситуация, которая нужно прям даже, они спрашивают, которая компания, где они купят, даже будет на 20 километров его дома, к сожалению. Это такая ситуация даже. Они просто привыкли. Сегодняшний день ситуация чуть получше, потому что эта ситуация по пандемии за COVID, люди даже готовы работать через компьютер. 1 год назад вообще они спрашивают тебе, они хотят тебе видеть. И как вы можете, если не в Италии? Тогда это все вопросы. У нас это опыт. Уже мы, как вы видите, мы уже работаем на несколько решений. Мы даже наш это опыт работы с партнером, такая ситуация. И мы уже все вопросы уже решили. Мы знаем, как правильно делать. Тогда я дам тебе слово, Александр, если ты хочешь что-нибудь сказать, потому что как мы можем заниматься вместе. Что мы можем делать вместе. Итак, друзья, чем же мы можем помочь вам, если вы хотите выйти на итальянский рынок? В нашей компании уже собралось достаточно опыта для того, чтобы продвигать не только свои продукты, но и помочь вам выйти на итальянский рынок. Если вы испытываете в себе силы, готовы к следующему витку развития, готовы переписать 30-40% своей конфигурации, потому что она будет не подходить под практики, вы уже проработали маркетинговые материалы хотя бы на русском. Их можно перевести, локализовать и подготовить для того, чтобы начать работу на итальянском рынке. Итак, наши контакты на экране. Записывайте, звоните, пишите. Будем рады общению в рамках этого семинара и после него. Grazie di tutto. Спасибо всем. До встречи. Да, vi saluto un attimo con 2 пароли на итальяно. Я буду сказать 2 слова на итальянском, почему все сказать. Мы будем рады вам знакомиться. Я могу сказать, что мы уже встречали несколько, мы уже смотрели несколько решений, и мы всегда готовы дам вам несколько слов, помочь, решить вместе, и какие возможности, и все. За сегодня все. Спасибо большое. Grazie. Grazie a tutti.